Дорогие друзья, приглашаю сегодня связать шапочку очень простым узором. Моя авторская разработочка. Крючок 4,5, пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Вы можете взять любую пряжу, присоединяйтесь. Вяжется просто, смотрится очень интересно. Начинаем выполнение нашей шапочки с 70 воздушных петель, замкнутых кольцом. Начинаем выполнение. Вяжем цепочку из воздушных петель и считаем. У вас может быть любое количество, четное 2, то есть количество воздушных петелечек должно делиться на 2. И еще обращаю ваше внимание, что петли у вас не должны быть затянутыми и в то же время не должны быть очень свободными. То есть такое среднее натяжение. Мы с вами выполнили цепочку из 70 воздушных петель. Напоминаю, что у вас может быть другое количество воздушных петель. Цепочка из воздушных петель должна соответствовать объему вашей головы. Я проверяю, чтобы цепочка не была перекручена. Я уже все проверила и выполняю соединительную. И приступаю к выполнению первого ряда. Первый ряд у меня подготовительный, и это ряд полустолбиков. Я выполняю 2 воздушные петелечки подъема, далее накид на крючок, и в каждую петлю цепочки буду провязывать по одному полустолбику. Все очень просто, вот таким образом. В каждую петелечку по одному полустолбику. Аккуратненько, не спеша. Мы выполняем наш, напоминаю, подготовительный ряд. Так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего подготовительного ряда. Это ряд полустолбиков. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. И приступаю к выполнению ряда резинки. Резиночка у меня начинается с выполнения. Смотрите, вот я вот таким образом ввожу крючок и выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 петли подъема. Далее над следующим столбиком я выполняю выпуклый столбик с одним накидом. Вот таким образом. Далее у меня будет идти вогнутый столбик с одним накидом. Далее выпуклый столбик с одним накидом. Далее вогнутый столбик с одним накидом. И так мы с вами чередуем до конца нашего ряда. Раппорт ширину у нас 2 петли, вот хорошо видно, да? Все очень просто, так мы выполняем с вами до конца ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда рельефных столбиков. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Дальше наш ряд будет полностью повторяться. Точно так же мы вяжем с вами столбик без накида, вогнутый. Далее 2 воздушные петли подъема. И над выпуклыми столбиками мы вяжем выпуклые столбики с накидом. Над вогнутыми вогнутые. Все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Наши рельефные столбики. Все столбики у нас с накидом. Я завершаю выполнение моего ряда резиночки. И еще раз мы с вами повторим. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен.
Я останавливаюсь. Видите, у нас двусторонний узор получается. Итак, мы с вами выполняем резиночку на необходимую нам высоту. Мы с вами выполнили нашу резиночку на необходимую нам высоту. Видите, красивая, такая эластичная, достаточно высокая получилась. Я покажу, сколько в сантиметрах получилась наша резиночка. 8 сантиметров. Видите, да? 8, даже немножко больше, где-то 8,5. И я продолжу работу и начну выполнять основное полотно нашим красивым авторским узором. Мы начнем выполнение нашего ряда, смотрите, соединительной петелечки, перейдем к началу выполнения. Выполнять мы будем над выпуклым столбиком. Я ввожу крючок и выполняю выпуклый столбик без накида. Далее очень внимательно я выполняю 4, раз, 2, 3, 4 воздушные петелечки подъема. Далее смотрите, что я делаю. Выполняю накид на крючок, пропускаю раз, два, 2 петли, и в третью петлю я ввожу крючок и выполняю провязывание. Далее накид, и в следующую петлю я ввожу крючок и выполняю провязывание. Далее накид, и теперь смотрите, я выполняю провязывание в вершинку столбика. Мы всегда так будем начинать наш ряд. Вершинку столбика и нить столбика. Вот они, видите? Выполнили. Далее очень внимательно смотрите, у меня нить за работой. Я ввожу крючок, захватываю столбик. Видите, вот таким образом. И теперь захватываю рабочую нить. Вытягиваю. И провязываю по 3 нити на крючке. Раз, 3. 2, 3. 3, 3. И далее 2 петелечки, оставшиеся на крючке. Так будет выглядеть наш самый первый столбик. Далее все столбики у нас будут выполняться на основе выпуклого столбика с 3 накидами. Я выполняю 3 накида на крючок, ввожу крючок над выпуклым столбиком и выполняю выпуклый столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Далее накид, и теперь смотрите, я провязываю накид и нить столбика. Далее накид, и я провязываю накид и нить столбика. Это второй раз. И опять же накид и нить столбика, это третий раз. Вот нижняя часть, видите? Далее нить за работой, я ввожу крючок, захватываю нить и теперь провязываю 3, 3, 3 и 2. Вот такой волшебный столбик у нас с вами получился. Это авторский столбик, ему соответствуют 2 вершинки в нашем случае, и мы выполнили на основе выпуклого столбика с 3 накидами. Далее давайте еще раз повторим. 3 накида, выполняем столбик с 3 накидами, не спешим, аккуратненько, внимательно вяжем столбик с 3 накидами. Раз, 2, 3 и 2 вместе.
Далее накид я провязываю и вытягиваю. Накид, провязываю, опять же, помните, да, накид и нить столбика. Накид, провязываю, накид и нить столбика. Далее ввожу крючок, захватываю нить и вытягиваю, как будто выполняю, да, вогнутый столбик. И далее по 3 нити. 3, 3, 3 и оставшиеся 2 на крючке. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Видите, вот такая красота у нас с вами получается. Мы завершаем выполнение нашего ряда волшебных столбиков. И напоминаю, это первый ряд раппорта в высоту основного узора. Смотрите, вот моя, видите, вот петли подъема. После вершинки моя петелечка подъема, ввожу крючок и соединительная. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда раппорта в высоту. Второй ряд нашего основного узора я начинаю очень внимательно с выпуклого столбика без накида. Далее 2 воздушные петелечки подъема. Далее накид на крючок, и над следующей вершинкой я выполняю, вот видите, ввожу крючок вот таким образом и выполняю вогнутый столбик уже с одним накидом. Далее мы с вами вяжем рельефные столбики, как в нашей резинке, и будет выпуклый столбик. Далее накид вогнутый, видите, вот я захватываю и выполняю вогнутый столбик. Далее накид выпуклый столбик. И вогнутый. Вот таким образом. Расслоилась ниточка, повторим. Вогнутый. И видите, да, 2 вершинки у нашего волшебного столбика. И еще раз повторим, выпуклый столбик, то есть вот все, как мы в нашей резиночке вязали до этого. И вогнутый. Все столбики с одним накидом. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда рельефных столбиков, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я начинаю выполнение следующего ряда опять же со столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, вогнутый столбик и так далее. Мы с вами уже эту резиночку вязали. И так вы выполняете 4 ряда резинки. У нас с вами раппорт 5 рядов, 1 ряд волшебных столбиков и 4 ряда резиночки. Выполняйте самостоятельно. Мы с вами выполнили наше полотно на необходимую нам высоту. Обращаю ваше внимание, что количество раппортов в высоту может быть разное. Может быть целый раппорт, а потом половиночка. То есть здесь вы уже регулируете самостоятельно. Мне достаточно. Я покажу по высоте, сколько у меня получилось именно в сантиметрах. Потому что у вас может быть совершенно другая плотность, пряжа другая. У меня получилось где-то 17,5 сантиметров. Где-то 17,5-18 сантиметров, видите. И теперь я приступаю к выполнению донышка, формированию. Донышко я буду формировать на основе рельефных столбиков, то есть выпуклых и вогнутых. Давайте посмотрим, как мы будем это делать.
И вот хочу еще так растянуть, немножко показать вам полотно. Очень просто вяжется, но видите, выглядит очень необычно и красиво. Мы с вами приступаем к формированию донышка. Первый ряд донышка мы выполняем. Я выполняю выпуклый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, накид и вогнутый столбик с накидом. Далее я выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Первый столбик у меня выпуклый, незавершенный. Второй столбик вогнутый, незавершенный. И общая вершинка. Далее 2 столбика рельефных мы вяжем ровно. Все очень просто, то есть мы будем чередовать. 2 столбика ровно вяжем, а далее 2 столбика с общей вершинкой. Раз. И 2 столбика незавершенных и общая вершинка. И так мы выполняем с вами до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. И обращаю ваше внимание, что в конце у нас чередование немножко не совпадает. И приступаю к выполнению второго ряда моего донышка. Как я это делаю? Я ввожу крючок вокруг следующего столбика. Вот видите, это вогнутый столбик. И выполняю вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема. Далее очень внимательно накид на крючок. И смотрите, я буду вместе провязывать вот этот столбик. Видите, у меня здесь 2 столбика с общей вершинкой, я захватываю только один столбик и далее выпуклый столбик. И вот таким образом вместе я их буду провязывать, выполняя выпуклый столбик. Далее у меня по узору идет вогнутый столбик. И далее, захватив 2 столбика, один столбик, который у нас идет из 2, да, вот с общей вершинкой, видите, да, я только один захватываю и выпуклый. И опять же провязываю выпуклый столбик с накидом, далее вогнутый. Ничего сложного. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда донышка. И в предыдущем ряду, я напоминаю, у нас узор не совпал. В этом ряду мы с вами завершаем вот таким образом выпуклый столбик. И следующий тоже будет выпуклый столбик с накидом. Далее я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И приступаем к выполнению третьего ряда донышка. Это будут просто рельефные столбики. Я выполняю вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема и над выпуклым столбиком выполняю выпуклый, над вогнутым вогнутый. Вот таким образом. Над выпуклым выпуклый, над вогнутым вогнутый. Так мы вяжем наш третий ряд донышка. Вот хорошо видны наши уже сокращения. И мы завершаем выполнение третьего ряда нашего донышка или нашей макушки. Накид. И для того, чтобы, вот видите, я не довязала один столбик, для того, чтобы восстановить наш узор, я выполняю, смотрите, над последним столбиком сначала вогнутый столбик с накидом, а затем выпуклый. И далее ввожу крючок, выполняю выполняю соединительную петлю во вторую воздушную петелечку и подтягиваю.
И могу приступить к выполнению 4-го ряда. Он точно такой же, это просто рельефные столбики. То есть я начинаю, как и ранее, с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные. И над выпуклыми столбиками я вяжу выпуклые столбики, над вогнутыми вогнутые. Вот таким образом. Здесь ничего сложного. Напоминаю, мы с вами выполняем 4-й ряд нашего донышка или макушки. Просто выполняем рельефные столбики, как и в предыдущем ряду. Мы с вами завершаем выполнение 4-го ряда. Я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И приступаю к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд у нас тоже будет с сокращениями. Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 петли подъема. И далее очень внимательно выполняю выпуклый столбик незавершенный и вогнутый. И общая вершинка. Далее 2 столбика рельефных я выполняю ровно, то есть выпуклый столбик и вогнутый. И далее вновь 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2 и общая вершинка. Далее 2 столбика ровно. 1 и 2. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем с вами выполнение 5-го ряда нашей макушки или нашего донышка. Я ввожу крючок. Здесь у нас, обратите внимание, узор совпадает. Я ввожу крючок во 2-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и подтягиваю. И могу приступить к выполнению 6-го ряда. Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема. И помните, да, мы с вами точно такой же ряд выполняли, то есть я захватываю из 2 столбиков, провязанных с общей вершинкой, только один вот таким образом, и захватываю выпуклый столбик. Вот наш этот ряд мы выполняли. И выполняю выпуклый столбик. Далее я выполняю вогнутый столбик с накидом. Все столбики у нас с вами с накидом. Далее накид, захватываю 2 столбика, провязываю выпуклый столбик и затем вогнутый. Так я выполняю до конца моего 6-го ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда. Я ввожу крючок во 2-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению 7-го ряда. Обращаю ваше внимание, что 7-й и 8-й следующий ряд вяжутся одинаково. Это просто рельефные столбики. Поэтому я начну выполнение 7-го ряда, а 8-й вы уже выполните самостоятельно. И завершите выполнение 7-го самостоятельно. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, и над выпуклыми столбиками мы с вами выполняем выпуклые столбики, над вогнутыми вогнутые. Все очень просто. Над выпуклыми выпуклые, над вогнутыми вогнутые. И повторюсь, мы с вами начали выполнение 7-го ряда. Вы его завершите самостоятельно и точно так же выполните 8-й
ряд. Мы с вами завершаем выполнение нашей макушечки. Вот такая остренькая она у нас с вами получается, красивая. Напоминаю, мы с вами ровно выполнили 7 и 8 ряды, просто рельефными столбиками. И последний у нас с вами будет 9 ряд. Он будет тоже с сокращениями. Смотрите, я ввожу крючок и выполняю выпуклый столбик без накида. Далее очень внимательно 1 воздушная петля подъема, и я выполняю вогнутый столбик с накидом. И далее я вместе провязываю выпуклый столбик незавершенный и вогнутый, то есть 2 столбика с общей вершинкой. Опять выпуклый и вогнутый. С общей вершинкой. Так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение 9 ряда очень внимательно. Пропускаю петли подъема, ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я выполняю воздушную и нить обрезаю подлиннее. Далее я выворачиваю на изнаночную сторону и затягиваю хорошо или иглой, или крючком мою дырочку по изнаночной стороне. Я вывернула шапочку на изнаночную сторону. Давайте, кстати, посмотрим, как наша изнаночная сторона смотрится. Вот так наши столбики смотрятся и наша изнаночная сторона шапочки. И вот смотрите, я вот таким образом, то есть вот по вершинкам беру, и можно крючком это делать, можно иглой. Прошиваю каждую вершинку. И потом просто беру и вот таким образом стягиваю. Видите? После того, как вы прошили все вершинки, я беру и стягиваю. И потом еще раз хорошо прохожу иголочкой. И у нас вот такая маленькая, аккуратненькая получается маленькое отверстие. Мы хорошо потом подтянем. И все, и остается вывернуть на лицевую сторону и обвязать нижнюю часть нашей шапочки. Мы вывернули наше изделие на лицевую сторону. Вот смотрите, наша макушечка вот такая красивая, аккуратная получилась, видите? Ну и само полотно. Нам остается, как я и сказала, низ нашего изделия обвязать. Я буду обвязывать рачьим шагом. Мы берем с вами нить и начинаем обвязочку. Я ввожу крючок в петлю, захватываю, выполняю воздушную. И что такое рачий шаг? Это столбик без накида, выполненный в обратном направлении. И вот таким образом я выполняю нашу обвязочку. Аккуратненько, не спеша, в каждую петлю. Таким образом мы с вами обвязываем всю нашу шапочку. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила последний столбик рачьего шага. Далее вытягиваю рабочую петлю. И вот смотрите, с изнаночной стороны я захватываю 2 нити моего столбика и захватываю рабочую петлю, протягиваю и при этом вытягиваю нить, которую предварительно обрезала. Все, обвязочка моя завершена. Немножечко вот таким образом поправляем. Нить иглой или крючком убираем вдоль полотна по изнаночной стороне. И вот смотрим, вот такая обвязка получилась нашей шапочки. И нам остается посмотреть на размеры нашей шапки.
Наша шапочка готова. Обращаю ваше внимание, что она выполнена на основе резинки, поэтому очень-очень эластичная. Красиво, интересно смотрятся наши столбики с вами волшебные. И смотрим на размеры. В свободном состоянии это 20, видите, 22-23, я бы сказала, сантиметра. Повторюсь, что наша шапочка очень эластичная, растягивается до 25, 26, даже 27 сантиметров. Умножайте на 2 и 20 от макушечки до нашей обвязки 24 сантиметра. Вот хорошо видно. Дорогие друзья, давайте посмотрим, как наша шапочка на манекене будет смотреться. И сразу вам хочу сказать, что вы можете ее носить по-разному. То есть вот смотрите, вот такой вариант, да, донышко наше. Можно его вот таким образом приплюснуть, скажем так, и заколоть. Будет совершенно по-другому смотреться. Видите, да? Такая интересная, стильная и в то же время очень-очень просто выполняется. Давайте посмотрим. Видите, это один вариант. Потом, как я в начале, да, показывала, вот так просто. И можно шапочку саму натягивать поглубже. Тогда у нас вот с вами совсем такое маленькое донышко, скажем так, останется остренькая, острая макушечка. И наши столбики волшебные, видите, они дают возможность нам поэкспериментировать. То есть можно какой-то интересный декор сделать, прошнуровать и сделать что-то необычное. Можно просто в таком виде оставить. И опять же, вы сами будете регулировать размер своей шапочки. То есть можно, вот у меня она достаточно сильно растянута. Можно сделать побольше, набрать воздушных петель. Она получится, сама шапочка побольше. Тогда наши столбики не будут так растягиваться. И буквально два слова хочу сказать и показать вам шапочку на манекене. Размер головы немного меньше. Видите, наши волшебные столбики вот таким образом смотрятся. И скажу, что форма такой шапочки, сама шапочка подойдет как для мужчин, так и для женщин. Ну, скажем так, как для женского пола, так и для мужского. Еще обращу ваше внимание, если вы не хотите делать наши волшебные столбики, можете всю шапочку сделать просто резинкой 1 на 1. Потому что узор наш основан на резинке 1 на 1. И вот такая красота у нас с вами получится, видите, да? Вот. Еще раз покручу немножко на нашем манекене. Повторюсь, вяжется очень просто, смотрится великолепно. Присоединяйтесь. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, что у вас получилось. Использовали ли вы такой узор или просто сделали шапочку из резиночки 1 на 1.